Так, ну приехали. Короче, купили мы тут сим-карту за 280 юаней, между прочим. Зато 60 гигабайт. 5G. 5G. Вот мы и в нашем отеле. После последних всех номеров это, конечно, очень большое пространство. Big size просто. Тут, короче, огромная кровать. А, мы, кстати, king size взяли же. И вау. Вау, прям. На железнодорожный вокзал. Почему прикольно? Ванна. Душик здоровый такой. Мыло, все есть. Тут все есть. Блин, ну вообще очень даже хорошо. За одну штучку. Ну это просто шашлычки. Типа шашлычков. О, нормально. Остро? Не сильно. Но. Вкусно. Как тебе щупальца? Остренько. Да не сильно остро. Ну, я думаю, что он нам просто не пахнул. Так, чуть-чуть. Вообще не остро. Ну просто голодные. Очень. Не знаю, как Дима, я уже устала. Мне кажется, что джетлаг дает о себе знать. Мы поели, погуляли, но хочется уже немножко полежать, потому что 4 часа на Сапсане, 9 часов на самолете, и мы еще нормально не спали, сразу пришли гулять, чтобы перетерпеть это все. Едем на чайную плантацию, да? Приехали мы, значит, в деревню Лунзинь. Она славится тем, что тут производит один из самых лучших чаев Китая. Сейчас посмотрим, как и где он растет. Это просто невероятно. Нам, кстати, таксист такой написал на английском: будьте осторожны, типа не покупайте здесь чай, потому что здесь часто обманывают. Он прям реально прям сразу, что первое сделал, если вы едете сюда, написал: будьте осторожны. Гуляли вообще по чайным плантациям. Могу сказать, что здесь круто. Свежий воздух, чистая вода. Да. Снова наши любимые камни. Камни? Да, впереди. Да. Но я уже даже привык как-то к ним. Меня просто раздражает, что они только в одну сторону есть, и приходится ждать, пока люди с того берега перейдут.
самом деле все это время все шли сюда. Сейчас пойдем, наверное, покушать в рестик китайский. Грин-ти называется. Да, сканируешь код и все. Не надо регистрироваться, просто как гость заходишь и все, и выбираешь, что хочешь. Мы взяли жареные свиные ребрышки, креветочки, капустку, тортик и зеленый чай от Западного озера, сиху, который, наверное, здесь выращивают везде. Короче, поели мы в этом Димином ресторане. Грин-ти он называет, зеленый чай он называет. Да, я называю его Диминым рестораном, потому что он туда очень сильно хотел. По факту, либо мы заказали какое-то фуфло. Нет, просто мы блюдо выбрали, Аните. Ну почему Ну, там очень много людей. И все сейчас они везде много. Ну, они ели вкусную еду, и туда прямо очереди. Просто нас было двое, и из-за этого мы быстро сели сразу же. Да, а так, просто... кто по трое, по четверо, те стоят в очереди. Вот. В общем, сели мы быстро, поели, было вкусненько, но не на твердую 4 с минусом, потому что, мне кажется, блюда надо другие. Из 10 4? Нет, из 5. Ну, из 5 нет. Вот, смотри, как красиво. 3. Дотопали до какого-то музея национального, музей чая просто. Но чай здесь действительно вкусный. Китайцы на самом деле очень сильно заморачивались. Для каждого чая чайник из его материала какого-то специального даже делали. Просто сегодня целый день гуляем по чайным плантациям. Здесь очень любят на великах кататься. И часто трассы есть выделенные для велосипедов. Даже в городе в самом тоже. Просто устали ходить пешком. Реально. Это при том, что мы такси пользовались, автобусом еще пользовались. Уже почти 20 тысяч шагов натопали пешком. И нам еще идти, сколько ты сказал, 3,5 километра? И еще потом погулять сегодня. Да. Вообще в Ханчжоу очень много прикольных парков. В этом, мне кажется, плюс вообще этого города, потому что здесь их просто очень много, и они очень ухоженные. Везде есть рядом туалеты, можно прийти на пикник, поесть. Люди постоянно здесь ходят, фотографируются все. Сейчас тем более у всех выходные, праздники, все просто отдыхают. Не удержались и взяли мороженку в той вот мельнице красивой. Мороженое выглядит красиво, а на вкус
чего? Она как будто молочная. А с чего она сделана тогда? Че, максимально невозмутимо. Ну, в общем, озеро Сиху довольно большое. Уже 40 минут идем по дамбе и никак не дойдем на другую сторону. Плюс еще поход осложняет огромное количество людей и машины еще, которые здесь возят туристов, и они на самом деле очень сильно мешают. Вот про вот эти я говорю машинки. Стоим в кассе, пытаемся билеты обменять. Переживаю, что-то я. Ты тоже? А, печатают? Ну, кайф. Билеты вроде напечатали все-таки. Взяли такую штучку, тонкое прям тесто, обжаренное, и внутри тонкое мясо. Это какой-то чебурек, но это вкуснее, чем чебурек. Еще чуть-чуть островато. Ты покусай, повкуснее, побольше. Ну, это чебурек, но не такой сочный. Ну, чебурек бульона больше. Здесь бульона нету, просто лепешка с мясом. Ну, мясо-то сочное, оно не сушеное какое-то. Купили сосиску попробовать. А горячая. Горячая прям? Она такая жирненькая и сладенькая. Нет, тогда не так плохо еще. Дай попробую вот. Не мое. Твое? Не мое. Ну не. Очень жирно. А мы любим жирное, если что. И они сладкие все-таки. Ну, короче, не, лучше не брать. На самом деле здесь довольно прохладненько. Мы вон куртки одели уже, Лиза вообще утеплилась, скажем так. Да, кто-то в майках сидел, но они тоже куртки взяли. Шоу просто великолепное. Еще вот эти штучки, оказывается, для того, чтобы нюхать. Запахи оттуда идут. Ну шоу просто, если честно, поразило. Оно реально крутое. Да, только нужно каким-то образом купить места да, посередине. Лучше випку покупать. Но в целом, то, что нам здесь дали места, мы не обломались тоже, да? Единственная проблемка, что таксишку не вызвать. Там слишком много людей сразу такси вызывает. Поэтому надо отойти, наверное, немножко. Короче, заказали таксон и пишет почему-то время ожидания 84 минуты. Позиция в очереди 27:45. Вот они стоят, они заказы не берут, просто ждут, когда ты с ним подойдешь, договоришься просто. Причем такси вон, офигеть как много стоит. Но когда ты в приложении вызываешь, то ничего не приходит. Да. Так надо вопрос такси решать прямо на пешеходном переходе посреди оживленного движения. Вот как нам надо сделать было. Но, увы, я. Да, мы не знаем китайский. В итоге мы все-таки сели в такси. Ура! Это было тяжело, ребята. Прям никому не завидую.
на ночь, зато было очень вкусно. Сейчас уже бежим быстрее в номер спать. Короче, катайтесь на такси в Китае, потому что это дешево. Реально дешево. Только сложности бывают. Да, потому что нам постоянно набирают. У нас, видимо, отель как-то неудачно расположен и спрашивают, куда к вам подъехать. Короче, вчера был жесткий день, мы нагулялись, и сегодня стали чуть позже, Да, на 30 минут. вообще не выспались. Такси еле вчера заказали, кое-как вообще еле оттуда уехали. Да, Сегодня приехали в парк Сиси, он просто очень большой. да. Попали мы на какой-то фестиваль или не знаю, что это. Ну, явно какое-то мероприятие. Вот девушка с закрытым вуалью лицом, играет музыка, вообще все похоже, как будто это какая-то свадьба. Короче, у нас есть с Лизой традиция покупать открыточки с каждого путешествия. Сейчас она на них хочет печати поставить, здесь местные. Ого, такая вот печать. Это другая, да? Дай посмотрю. Прикольно. Ну все, Лиза просто поставила конкретно там уже печати. На вкус как чай. Как чай с чем-то. Это тофу с острым с чем-то и супчик какой-то там он еще положил, в котором тофу варился. Я думаю, это остро, но вкусно. На вкус это как омлет. Ну, оно и похоже на омлет. Да, ну, может, это и есть омлет? Наверное, это и есть Нет, омлет. это тофу. Смотри, консистенция. Но оно такое нежное. Во рту просто растворяется. Как оказалось, Дима не умеет гребсти, при этом он меня звал на эти лодки, психовал, говорит, давай лодку кататься и все дела. Я думаю, это легко будет, но это вообще нелегко. Я думаю, на лодке правда легко плавать. Реально никогда не греб. Чуть Лизу не потопил. Романтика не удалась. Да какая романтика, я просто хотел поплавать. Культурный центр, тут же рядом Гранд Канал. Огромный канал, который тянется прямо до Пекина. Все. Опять пришли на какую-то тусовку местную. Но это какое-то опять ярмарка или что-то типа того. В честь праздников.
觉得自己变冷漠。给我一段时间，没有人曾经爱过，再一次体会寂寞。 Вот он, Гранд-канал. Огроменнейший. Сейчас залечу ананасика. Ну, покушаем. На голодный желудок. Кайф, да. Полный. Дед, наверное, обрадовался, мы ему больше перевели, чем он хотел. Он что-то там показал пальцем, я так и не понял, что он имел в виду. Неважно. В любом случае, 10 юаней это 140 рублей где-то. Я думаю, за такое количество ананасов вполне нормально. Не знаю. Всю дорогу просто вода, природа и бесконечное множество магазинов самых разных. Это колода карт. Серьезно? Смотри, вот она, вот она. 10 юаней стоит. Да, возьмем. Прикольно же, да? Ну да, прикольно. Ну такие. Ханчжоу прикольный, да. Вода, природа, история, все вместе. То, что И современный Китай здесь тоже есть, но нам больше нравится такой. Есть свое преимущество приезжать с 1 по 5 мая. Наверное, кучу ярмарок везде, не только в Ханчжоу. Просто мы целый день гуляем и целый день просто ярмарки. Везде. Все, я в ожидании, хочу кушать. Тут еще музычка такая играет, типичная. Кстати, во многих заведениях почему-то в Китае не играет музыка, да? Вообще и в такси не играет. Да, Это даже как-то грустно. Честно, я даже такая думала, блин, русское радио. ну да. Норм. Что это? Блин, как лимонная такая жвачка или что-то такое. Блин, на шипучку похоже. Арбузную. Правда, огонь. Арбузная шипучка. Думаешь, она вкусная? Да, желейку купили. Желейку хочешь? Гусем. С гусем, хорошо. Желейку с гусем. Такую вот? А это фрукты, да? Все накладываете огромное количество. Ну такой вот гусь, десертик. Ну, ничего. Прикольно. А это молоко, да? Кокосовое. Прикольно. А гусь из чего? Гуся голову. Чисто по-китайски. О май. Ну, Мармеладка. мармелад прикольно. В целом сладость такая, да? Причем довольно полезная, если мармелад не брать в расчет. Хотя, наверное, сахара много. Ну ладно. Диме тоже зашло. Нет, правда вкусно. Я удивлен. Оно бы было у нас уже, если бы не кокосовое молоко. Да, у нас кокосовое молоко дорогое. Вкусно, вкусно прям. Реально кайф. Кайфовая штука. Что скажешь? В Китае ты как будто турист среди туристов. Да, есть такое. Например, сейчас. 可以飞得那么高吧？ Сейчас
прикалывает, как челы стали просто на дороге стоят. На проезжей части причем. Просто. А вот они такси ждут, видишь, они просто вон взяли, сели, прям на дороге стояли, ждали это такси. Вообще пофиг. Ну правильно, все, и в машинку, и поехали. Я не уверена, что мы сегодня дойдем до дома. Это уже не ярмарка, это что-то другое. Я тоже не уверен, что мы сегодня домой дойдем. Просто с ни с того ни с сего. Здравствуйте. А мы хотели просто с вон зайти.